Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Самое главное при выбросе хлама – это не начать его рассматривать. Проводила ревизию детских вещей и нашла несколько футболок, из которых они уже выросли. На тряпки их пускать, но это уж очень роскошно. Будем делать коврик. Как в том анекдоте. Знаешь, я купил коврик для мышки. Ты б еще тапочки для тараканов взял. Для начала футболки нам надо порезать на ленточки. Как это можно сделать быстро и легко и без кровавых мозолей? Я это показываю в каждом видео. И всегда есть люди, которые пишут: зачем вы это показываете? И тут же другие благодарят. Хорошо, что показали. Повторение – мать учения. Это как Майк Тайсон перед началом боя говорит своим соперникам: но помни, после 12-го удара твое лицо превратится в тыкву. Очень легко и быстро футболку разрезаем по спирали на длинную ленту. В компьютерный магазин заходит старушка и возмущенно говорит продавцу: я у вас коврик для мыши купила, а он не работает. Продавец спрашивает: не понял, это как? Ну, неделю лежит в сарае и ни одной мыши не поймал. Продавец стоит и тупо офигевает. Рядом с прилавком ждет очереди покупатель. Он видит замешательство продавца и решает сам объяснить бабуле. Бабуля, вы не совсем правильно поняли. Это коврик не для ловли мышей, а для того, чтобы они ноги вытирали, прежде чем зайти в помещение. Ну, раз тема ковриков пошла. Утром 1 января жена говорит мужу: помоги мне сделать уборку после праздника. Не могу. Голова раскалывается, руки трясутся. Ну вот и хорошо. Тогда вытрясешь все коврики и половики. Я уже работала в этой технике. Для этого из куска толстой проволоки сделала вот такую рогатку. Способ работы самый простой. В качестве основы взяла кусок крепкой синтетической ткани, прямо на ней нарисовала сетку, провела диагонали, нашла середину. На своем приспособлении сделала несколько витков этой трикотажной пряжи и дальше спокойно и не торопясь ее пришиваю на швейной машинке. Два гусара разговаривают на утро после попойки. Представляете, Ржевский, просыпаюсь сегодня с дикого бодуна, оглядываюсь, лежу не на атаманке, а на ковре. Ну и что? Я вообще на голом паркете проснулся. Да, но ковер-то висит на стене. Мне в комментариях девочки давали много советов. И воспользоваться специальной вилкой для вязания. И сделать это приспособление из плотного картона. Но я уже приноровилась. На этом куске проволоки делала несколько витков, аккуратно их снимала, расправляла рукой и прошивала. Но если кто-то захочет повторить мой мастер-класс, не обязательно делать именно такую же рогатину, как у меня. Можете придумать что-нибудь свое. Вы видите, какой коврик у меня получился. И так он выглядит с обратной стороны. Но в тот момент у меня закончились футболки. А сейчас я решила его продолжить. Недавно смотрела по телевизору соревнования по биатлону. Вот скажите мне, как можно прийти к финишу пятым, когда у тебя за спиной винтовка? Чем мне понравился этот способ? Быстрота и легкость изготовления. Буквально за пару вечеров можно легко сшить такую нужную вещь. Сколько времени у вас это займет, зависит от размера вашего коврика.
Небольшой совет. Когда будете пришивать следующий ряд, витки предыдущего ряда приподнимайте и шейте как можно ближе к ним. Тогда коврик будет плотным и теплым. Девочки, дорогие мои, когда читаю комментарии, всегда вспоминаю анекдот. Когда муж приходит с работы домой, а жена ему говорит: не раздевайся, иди набей морду соседу. У мужа мгновенно наливаются кровью глаза, выскакивает на лестничную площадку и звонит в дверь. Жена слышит громкие звуки мордобоя и нецензурной брани. Через несколько минут муж возвращается и спрашивает: ну и за что я его избил? За что, за что? Сижу целыми днями одна, скукотища. Бывают еще и такие комментарии из той серии, когда муж с женой в постели, и у них ничего не получается. И муж отворачивается к стене и говорит: это все Путин виноват. Жена спрашивает: а Путин-то здесь при чем? А муж отвечает: ну не знаю. При Брежневе такого не было. По такой технологии можно сделать коврик любой формы. И круглый, и овальный, и с треугольником в центре, и полосатым. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. У меня коврик получился плотный и достаточно тяжелый. Лежит сейчас в комнате сына у кровати. В основе этого коврика я брала плотную ткань. Она не сыпется, поэтому края я просто подрезала. Но можно было их подвернуть и подшить. В общем, я довольная, как слон. В шкафу освободилось место для новых нарядов, а на полу замечательный коврик. Мы живем на первом этаже, и пол у нас холодный. В общем, всем, кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!